Приветствую вас, друзья! Не так давно я поучаствовал в торгах на аукционе Кюнкер. Выиграл я там несколько лотов, а именно 5 монет. Сейчас посмотрим, что я получил. Одел я перчаточки для того, чтобы не расстраивать людей, которые сильно переживают о моих маникюрах. Не буду раздражать их своими рабочими руками. Поэтому сейчас посмотрим, что у нас в результате приехало. Кюнкер, кстати, поменял коробочку. Стала она вот с таким логотипом. Более симпатичная. Ну и стандартно здесь у нас конверт с документами. Вот такая вот склеечка. Здесь у нас, сейчас коробку закроем. Здесь у нас находятся монетки. Все очень красиво и нарядно. Если бы не одно но. Я уже, конечно, все это открывал, посмотрел. Ну, сейчас вам просто показываю, как это выглядит, как оно приходит. Ну и вот здесь у нас лежат монетки. Вот они, мои 5 монет. В основном это пятимарочники немецкой империи. Здесь у нас в конверте находятся документы. Личные данные я заклеил. Вот такой инвойс. И вот монетки, которые я выиграл. Вот Кюнкер даже еще не ленится, распечатывает вот такие вот открыточки с выигранными лотами. Вот такие монетки. Ну ладно, все это проза. Перейдем к поэзии. Так, монетки. Первая монетка у нас Георг Саксонский. Монетка у нас посмертная. Все монетки штемпельные, то есть монеты, не бывшие в обращении. Сейчас я, наверное, чуть-чуть переключу свет. Сделаю вот так. Так, наверное, будет поярче. Как вы видите, монетка штемпельная. В описании аукциона было заявлено, что монета Vorzüglich Stempelglanz. Vorzüglich Stempelglanz, это, переводя с немецкого языка, это приблизительно монета, которая может получить грейд от МС-62 до МС-64. То есть это очень близко к состоянию Штемпельглянц. То есть к штемпельной монете в идеальном состоянии. Вот, и все бы ничего, если бы на монете не было следов чистки. То есть в описании аукциона не было ни слова о том, что на монете есть какие-либо царапины. То есть они, если царапины присутствуют, они пишут или Wenige Kratzer, или Kleine Kratzer, ну то есть какие-то царапины они описывают. В данном случае вообще ни слова не было сказано. И вот такая классная штемпельная монета, но заслабировать ее нельзя, потому что на монете есть следы чистки. И придется мне эту монету отправлять назад Кюнкеру и просить назад деньги. То есть покупки на аукционах не всегда безопасны. Сильно не заморачиваются аукционы с описанием. А по фотографиям, которые они делают, так как они делают фотографии или с фронтальным освещением, или с освещением равномерным с двух сторон, то никаких царапин этих ворсистых, волосяных, которые дает чистка, на монете, естественно, рассмотреть невозможно. Поэтому вот такая история. Так, хорошо, смотрим следующую.
Следующая монетка тоже империя, тоже Саксония. Монетка посвящена университету города Лейпциг. Тоже достаточно яркая монета с зеркальным полем. Вот видите, какое поле. Монета уходит в темноту. Вот так, если сфотографировать, можно подумать proof like или proof. То есть хорошая монета, качественная, яркая. То же самое в описании монеты написано, что монета Verzüglich Stempelglanz, ни одного слова о царапинах. Но по факту, по осмотру, монета имеет такие же проблемы, как и предыдущая. То есть на монете есть следы чистки. Что очень печально. И заставляет задуматься о том, стоит ли вообще на аукционах покупать монеты. Потому что делать вот такие покупки, потом делать себе нервы, пытаться решить вопрос возврата, переписка с аукционом, отправка монет, они потом их проверяют долго. И потом соглашаются или не соглашаются. Ну, все это, короче, нервы и время. То есть вживую монету увидеть не получается, а по фотографиям вот получается вот такая история. То есть шикарная, прекрасная монета, вы видите, зеркальное поле. Но из-за чистки монету заслабировать невозможно. То есть она получит однозначно Uns Details Cleaned, ну и будут выброшены на ветер деньги. Так, еще 5 марок. Это уже 5 марок Веймарской республики. Это монетка, которую я давно хотел купить в хорошем состоянии. Это университет Тюбинген. По-немецки монетка называется Эберхард Имбарт, то есть Эберхард с бородой. На монетке изображен граф Эберхард Имбарт в такой старой стилистике. Это сам вот граф Эберхард, он был основателем университета. Университет до сих пор есть, работает. И у монетки та же проблема. То есть тоже яркая, красивая штемпельная монета. И тоже монета имеет следы чистки. То есть вот 3 монеты и 3 таких неудачных момента. И тоже отправится она вслед за следующими, за предыдущими, вернее, назад на аукцион Кёнкер. И будем надеяться, что они после осмотра согласятся с моими претензиями и вернут деньги. Еще одна монетка империи. 3 марочки. Тоже нарядная яркая монета. Шварцбург Зондерхаузен. Фридрих Август III. Хороший яркий штемпельный блеск у монеты. Достаточно яркое поле. Чудесный реверс. Но та же история. На монете следы чистки. То есть вот смотрите, 4 монеты из 5 уже проблемные. И это при моем опыте я, естественно, никаких царапин там не видел. Ну, их, в принципе, невозможно увидеть. Я рассчитывал только на добросовестное описание аукционом состояния монеты. Но кроме состояния по классификации, по рейтингу монеты относительно штемпельного состояния, никаких больше комментариев аукцион по монете не дал. То есть, что на монете есть чистка, царапины, там не указано. И последняя монета, 5-я монетка, это тоже университет Тюбинген.
Монета тоже очень яркая, достаточно красивая. Но здесь на монете чистки нет. Но на поле достаточно много царапин. Было видно на фотографии только одну небольшую царапину, но вот с правой стороны вот это все поле, оно все в царапинах. И, соответственно, тоже не было ни слова о царапинах, как вы видите, Vorzüglich Stempelglanz. И вот эта монета, она еще более-менее спорная, но так как не было указано, что на монете есть царапины, в принципе, можно адресовать ее в ту же, вернее, вместе со всеми предыдущими монетами, адресовать ее аукциону с претензией на то, что не было указано ничего насчет царапин. Поэтому, друзья, покупаем монеты на аукционах, будьте внимательны, так как можно купить совсем не то, что вы ожидаете. Поэтому в ближайшее время я уже письмо на аукцион написал, сделал подробные фотографии дефектов, написал, что я не согласен с их описанием, написал, что хочу вернуть монеты назад и получить обратно деньги. Аукцион ответил, что готов принять монеты и проверить. Ну а дальше у нас будут опять переговоры. Поэтому в ближайшее время отправлю все эти монеты назад. Ну и надеюсь, это все разрешится благополучно. У меня уже был прецедент с этим аукционом. Когда-то у меня из 6 или 7 монет, уже не помню, 2 монеты было проблемных. Одна была с царапинами, которые не были указаны, а вторая монета была покрыта лаком. И я тоже отправлял, они тоже приняли и как бы вернули назад деньги. То есть особых проблем не было. Поэтому, думаю, надеюсь, в этот раз тоже все разрешится к моему удовольствию. Ну и еще раз, будьте внимательны. Не полагайтесь на описание аукциона. Мне кажется, если вас какая-то монета очень заинтересовала, и вы готовы за нее бороться, то, может быть, лучше написать аукциону запрос по поводу этой монеты, попросить прислать видео дополнительное и проверить на монету на следы чистки. В принципе, я думаю, они должны это сделать. Ну, конечно, не каждый аукцион может пойти навстречу, но думаю, что должны это сделать. Поэтому я теперь буду последовать именно только такому правилу и больше на аукционах покупать монеты, вот только ориентируясь на фотографии, наверное, уже больше не буду. Как говорится, первый раз это случайность, второй раз это совпадение, а третий раз это уже будет закономерность. Поэтому не будем доводить до третьего раза. Благодарю, друзья, всех за просмотр. Надеюсь, полезные моменты отсюда кто-то получит, кого интересует вопрос аукционов. Ну а так, всем хорошего настроения, здоровья, удачи, качественных монет и до новых встреч!